Друзья, всем привет! Меня зовут Лена, и вы на моем канале Эволика жизни. Вот и подходит к концу наше пребывание в Казахстане. Напомню, что прилетели мы сюда 8 января, и уже нам скоро улетать. Поэтому я хочу сделать видео, где расскажу вам о плюсах и минусах переезда в Казахстан. А именно, я буду основываться на опыте города Алматы в 2023 году, то есть на нашем опыте. Сразу небольшой дисклеймер: мой опыт сугубо индивидуальный, поэтому если вы находитесь в Казахстане, живете здесь или думаете о переезде, то ваш опыт, безусловно, будет отличаться от моего. Поэтому, собственно, всем хейтерам привет и погнали! Итак, первый плюс, о котором я хочу вам рассказать, это горы. В Алмате потрясающие горы, чего стоит только Шымбулак, да и Коктебе. Можно, кстати, посмотреть мои влоги о поездках на эти горы вот здесь. И горы невероятны как своим очень красивым, собственно, пейзажем, который они образуют, так и, собственно, активностями, особенно если вы любитель зимних видов спорта, это must. Горы — это любовь. А еще с гор открываются невероятно красивые виды на город, поэтому это прям классно. Второе, что сразу нам бросилось в глаза, это вежливые культурные люди. На самом деле много ходит история о том, насколько все дружелюбные и отзывчивые в Алмате, и я могу сказать, что это действительно так. Люди невероятно культурные, добрые и улыбчивые. Это прям, это заметно, особенно если сравнивать с людьми в России, то как бы, разница есть. Хотя, конечно, зависит от города. Например, я слышала, что в Астане люди не такие отзывчивые, да и у нас в России тоже степень дружелюбности зависит от города. На всем этом контрасте, конечно, доброжелательность алматинцев не может оставить никого равнодушным. Третье — это климат. Здесь зимой практически отсутствовали ветра, за счет чего перемещаться на улицах было достаточно комфортно. Да, есть свои минусы, о них я расскажу попозже, но отсутствие ветра зимой делает пребывание очень приятным. Ты гуляешь по улице, у тебя не отморожено все лицо, то есть очень приятно, очень классно. Сейчас у нас уже апрель, и погода тоже шикарная. Есть небольшой ветер, но достаточно комфортно. Но я думаю, это относится только к Алмате, поскольку, например, Астана не окружена горами так, как Алмата, и там ветра, будь здоров, суровые, жесткие. Даже я за время выхода из аэропорта успела прочувствовать всю боль астанинских ветров. Но вот в Алмате климат помягче и поприятнее, факт. Следующий плюс — это бренды. Если вы из России и соскучились по нормальным магазинам, Старбаксу и прочим компаниям, которые ушли из России, кроме Макдональдса, он отсюда тоже ушел, то в Казахстане этого полно. И Apple можно купить, и в Старбаксе посидеть, и в Зару зайти, в общем, раздолье. Следующий плюс, который мы для себя отметили, это, разумеется, банковская карта. Оформляется она быстро, документов нужно мало. Здесь можно посмотреть мое видео о том, как открыть банковскую карту в Казахстане. Но если вкратце, это очень легко, доступно любому россиянину, по крайней мере. Делается быстро, и сама карточка печатается где-то секунд за 40. Это прям ноу-хау. Сама карточка, можно расплачиваться по всему миру. Она очень удобная. Можно переводить деньги с российских карт через Корону или почти напрямую. Там есть нюансы. Но в целом это очень удобно, быстро и круто. Лайк. Кстати, может быть, мы еще откроем карты других банков перед отъездом, если получится. Сейчас рассматриваем банк Freedom, BCC. Центр финанс, кажется, как-то так называется. Там у них есть свои плюшки. Следующий плюс заключается в том, что все говорят на русском языке.
Соответственно, ваше пребывание здесь максимально комфортное в том плане, что вы всех поймете и вас все поймут. Кажется, только несколько раз было такое, что мы не могли друг друга понять. С персоналом в магазине один раз это было, и один раз с курьером. Но в остальном все отлично владеют языком, и вы можете выучить какую-то казахскую базу. Мне кажется, это круто, когда вы учите язык другой страны, в которой находитесь, проникаете ее культурой. Однако, если вам это тяжело или не нужно, то в любом случае есть русский язык, вас поймут все абсолютно везде. Также все вывески дублируются на русский язык, соответственно, есть казахский и русский варианты. Вы всегда поймете, в этом плане очень легко и просто. Лайк. Также другой плюс — это еда. В магазинах, как правило, продукция уже знакомая нам, и тот ассортимент, который у них представлен, есть у нас и в пятерочках, магнитах и так далее. Соответственно, очень много российских продуктов, к которым мы привыкли, сыры, колбасы и так далее. Но есть и местные продукты, кумыс, курт, конина, а также представлено то, что у нас уже ушло, например, Кока-Кола. Следующий плюс, который не мог не радовать, это то, что здесь работают маркетплейсы, такие как Озон, Wildberries. Здесь вы можете без проблем заказать Яндекс.Такси или Яндекс.Еду. Соответственно, весь тот образ жизни, к которому вы привыкли, он здесь тоже сохраняется, он здесь релевантен, здесь это все работает. Единственное, что Озон доставляет чуть подольше, Wildberries тоже не такая моментальная доставка, как в Москве, но в остальном это все есть, и это круто. Более того, даже есть местные аналоги. Например, есть банк Каспий, и у него есть супер приложение Каспий, где вы можете также заказать кучу вещей, ну, типа агрегатор тоже, как marketplace, заказать еду, кофты, это все на свете, и привозят там, ну, как правило, я выбираю доставку за 3 часа, то есть в течение 3 часов вам доставляют, это круто. Следующий плюс заключается в том, что Алматы является достаточно таким большим пересадочным хабом, и вы отсюда можете улететь во многие направления без пересадок. Например, мы летали в Сеул. Серию видео про Сеул вы можете посмотреть тоже вот здесь. Так вот, мы летали в Сеул прямым рейсом без пересадок, и это классно. Скоро мы полетим в Анталию, тоже прямым рейсом без пересадок. Единственное, что отсюда не летают в Москву, ну, как бы, я думаю, это более-менее понятно почему. Но в остальном из Алматы можно слетать в массу стран прямыми рейсами. Я считаю, это очень круто и полезно, если вы планируете сюда поехать. Особенно мне очень понравилась авиакомпания Air Astana. Мы летали ими и из Турции, и в Корею, и бизнес-классом, и эконом-классом. И их бизнес-класс — это просто любовь. Ну и в целом очень хорошая авиакомпания, мне безумно понравилась. Наверное, лучшая из всех, которыми мне доводилось летать. Прям, божечки, ну это классно. Ну что, теперь переходим к минусам, которые мы на себе прочувствовали за наше время проживания в Казахстане. Первый минус — это коррупция. Если вы смотрели других блогеров или чуть-чуть наводили информацию о Казахстане, вы, наверное, слышали о том, что здесь все коррумпировано, и много где вам предлагают различные не совсем легальные услуги. Это может быть связано с получением РВП, разрешение на временное пребывание, или с получением ИИНа. В общем, таких услуг полно. Периодически кто-то что-то предлагает, и это не очень прикольно в рамках построения какой-то такой более социальной системы, что ли, потому что, ну ничего нет хорошего в коррупции, я думаю, это и так понятно. Также я смотрела видео другой девушки-блогера, которая говорила о том, что при сдаче на водительские права активно очень вымогают взятки. Ну и в целом, как бы, я думаю, вы поняли суть. Так что для долгого проживания я бы не стала рассматривать лично я эту страну, поскольку, потому что, как бы менять шило на мыло не особо имеет смысл. Следующий минус — это сфера услуг. Например, давайте возьмем такси. У такси есть плюс, оно дешевое, если заказывать, например, через Яндекс.Го. Однако его качество
вызывает сомнения, оставляет желать лучшего. Эконом — это просто трэш. Это вот если вы какой-то экстремал, хотите ехать на отбитой машине, у которой громыхает карбюратор, что-то трясется и что-то по асфальту трется, то вот это эконом-класс. Их комфорт и комфорт плюс, наверное, как московский эконом, то есть приезжают нормальные, обычные машины, однако отношение водителей к вам оставляет желать лучшего. Если с вами поздоровались, это уже прогресс. Если попрощались, тоже. Но в остальном водители данных сегментов в такси достаточно хмурые, не всегда здороваются. Машины тоже периодически попадались в убитом состоянии. Такое. Если комфорт плюс и бизнес это еще что-то вот такое приемлемое, то вот эконом и комфорт это просто какой-то лютый трэш. Но я все-таки напомню, здесь очень дешевые цены на такси. Курьеры. Я не знаю, может быть, мы живем в каком-то не таком месте или что, но они никогда не могут найти твой дом. Они всегда звонят по 25 раз, они не следуют твоим указаниям а-ля если стоите лицом к пекарне, вам налево. То есть я не знаю, в чем прикол, что с этими людьми не так. Но вот им очень тяжело находить твой дом, при учете того, что мы находимся в центре, у нас дом в центре, но вот как-то им это сложно было понимать. Также курьеры очень любят приезжать вообще без звонков, вообще без предупреждения. Было такое неоднократно. И хорошо, когда мы были дома, но когда нас дома нет, приезжает курьер, недовольный, типа, что у нас нет дома, а он приехал. Ну, чувак, ты ведь даже не звонил заранее, не за час. Как я должна была прочесть твои мысли, что ты приедешь? Или мне надо сидеть круглыми сутками дома и ждать тебя? В общем, такое. Следующий минус – это цены на недвижимость. Они здесь неадекватные, как на покупку, так и на аренду. Например, свою квартиру мы снимали в районе 95-100 тысяч рублей в месяц. Кстати, посмотреть обзор на нее вы можете вот здесь. И это очень дорого. Учитывая, что это была маленькая квартира, да, в центре, но маленькая, то есть как бы метров 40, это не совсем адекватная цена. В обычном ЖК, то есть, да, это не панелька, но тут нет какой-то инфраструктуры. В общем, цены не совсем адекватные. Да, есть такой нюанс. Мы снимали через Airbnb, и там цены дороже, чем, например, если бы мы снимали через крышу. Но преимущества наши были в том, что, во-первых, мы не платили за коммуналку, за интернет, у нас ходила уборка неоднократная в стоимость нашего пребывания. Также через крышу было не совсем понятно, как искать, с кем связываться. Это очень долгий, громоздкий процесс, и мы не хотели в него ввязываться. Но крыша, не крыша, Airbnb или что-то еще, цены здесь плюс-минус одинаково безумно дорогие. Следующий минус – это экология. Здесь с ней беда. Дело в том, что город, во-первых, окружен горами со всех сторон, во-вторых, отапливается углем, и в-третьих, здесь постоянные пробки. Все это ведет к тому, что над ним постоянно висит плотный смог, такой серый. Я вот даже сейчас снимаю напротив окна, и можно заметить, как небо высоко синее, и чем дальше оно спускается вниз, тем более серым и таким дымным, что ли, оно становится. Соответственно, это не может хорошо сказываться на экологии и состоянии ваших легких или кожи. Например, здесь, я не знаю, связано это с экологией или нет, у меня все 3 месяца я шмыгаю носом, причем не переставая. Причем не то, чтобы у нас тут топили сейчас или... Камон, сейчас на улице 18 градусов тепла. Но этот смог не может ни к чему хорошему привести. Это очевидно. Поэтому смог — это существенный минус, наверное, один из главных, почему я, например, не стала бы здесь жить. Потому что в будущем проблемы с легкими, с кожей, в целом с организмом при такой жизни обеспечены. Это просто пугает. И еще немножечко о ценах. Следующий минус – это цены на продукты, продукцию
и какие-либо вещи. Я заметила такую тенденцию, что походы в магазины, в кафе, где ты что-то приобретаешь, цены на это очень недешевые, даже, я бы сказала, подороже, чем в Москве, либо на уровне. А вот услуги дешевле. Например, сделать маникюр или ресницы стоит дешевле, чем в Москве, но купить продукты стоит дороже. Соответственно, самое такое базовое, что нам нужно, еда, какие-то бытовые расходники, все такое, оно вообще ни разу не дешевое. Да и качество не какое-то тут выдающееся. Поэтому, я бы сказала, что соотношение цена-качество не совсем адекватное. Следующий минус, который я для себя отметила, это то, что Алматы не совсем урбанистичный город, а больше мне напоминает какой-то вот город-миллионник в России. Я не говорю, что каждый город должен быть супер-мега урбанистичным мегаполисом, но лично мне большинство улиц, по которым мы ходили или ездили, напоминало реально такую прям жесткую провинцию, неухоженную, некрасивую, с панельками, с пятиэтажками, с каким-то сараями, шиномонтажом и гаражами. В общем, я не могу сказать, что Алматы меня впечатлила своей красотой. Конечно, есть такой нюанс, что мы здесь были зимой, да, январь, февраль, март, немножечко апреля. И в этот период мало какие города могут похвастаться своей красотой, да. Но, тем не менее, все-таки есть чем сравнивать, и Алматы в этом плане не поражают. Пожалуйста, не закидывайте меня тапками за этот минус, он сугубо индивидуальный. Это кухня. Возможно, если вы фанаты восточной, азиатской кухни какой-то, вам все супер. Но лично для меня кухня здесь достаточно скудная, и я не фанат конины. Кстати, как мы пробовали казахские продукты, можно посмотреть вот здесь видео. Я не фанат казахской кухни, скажем прямо. Мне понравились действительно кумыс. Мне понравился сладкий курт, это прям безумно вкусно. Конина была норм, но в целом я не могу сказать, что это мой тип кухни. Единственное, что из всего этого я могу выделить, это баурсаки. Кто не знает, баурсаки — это такие, как несладкие пончики, можно сказать. Соответственно, местная кухня на такой европейский взгляд не поражает разнообразием и вкусом. Все очень специфичное, и, нам это не пришлось по вкусу. Последний минус тоже сугубо индивидуальный. Я думаю, что для большинства он не будет играть роли, но для нас он имел значение. Это то, что страна не ЛГБТ-френдли, соответственно, рассматривать ее на постоянное жительство я бы не стала, поскольку здесь достаточно патриархальные и немножечко такие постсоветские, скажем так, взгляды. Ну что, друзья, вот такие у нас получились с вами минусы и плюсы. Они были и про Казахстан, и про Алмату, какие-то были сугубо индивидуальные, какие-то имеют общепризнанный масштаб. Однако я хотела бы сказать Казахстану рахмет за то, что он принял нас на эти несколько месяцев. У меня не было каких-то впечатлений, несмотря на то, что я выделила минусы, но опять же, хочу вам сказать, что минусы не означают, что мне не понравилось. Просто не бывает чего-то идеально белого или черного. Все у нас всегда немножечко серого. В общем, я думаю, вы поняли. У всего есть и плюсы, и минусы. Здесь я рассказала те, которые для себя выделили мы с Дашей за время проживания здесь. Однако я вижу, что у этой страны есть потенциал к развитию. И выбирать, приезжать сюда или нет, дело абсолютно ваше. То есть необходимо вам самим взвесить, насколько для вас критичны минусы, а плюсы. Возможно, есть что-то, что вот для вас максимально важно и перевешивает остальные минусы. Или наоборот. Соответственно, это сугубо индивидуальное решение. От себя могу сказать, что как временное место Казахстан — это идеально. Но на постоянку, наверное, я не смогла бы здесь жить, потому что я чувствую, что по духу, по вайбу, по атмосфере мне это место не совсем подходит. И несмотря на то, что лично нам это место не подошло для жизни, в Казахстане есть масса вещей, которые как минимум стоит посетить, приехать сюда и уже на месте решать,
понравилось вам здесь или нет. Казахстан имеет невероятную природу, огромное культурное наследие, интересную местную кухню, интересный язык и многое другое. Поэтому как минимум съездить сюда надо обязательно. А уж дальше это на ваше усмотрение. Друзья, благодарю вас за то, что вы посмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, донатьте мне на Бусти. Информация об этом в описании под видео. И до новых встреч. Всем рахмет и пока-пока. Что за хуйня? В плюсах и минусах. И чем дальше она спускается, самолет.